Итак, в конце 33 главы наша главная команда наконец-то покидает Луну и возвращается на Землю, или то, что от нее осталось. Но наших героев не ждет теплый прием. Вместо этого наши барабанные перепонки получают нагрузку благодаря Розалии и Лилии, которые живут во сне, созданном проектом Стигмой. И вот тут становится интересно. Разные сны влияют на население Земли. Фухуа бросает несколько информационных бомб, объясняя, что глубина когда-то была частью города под названием Атра. Благодаря связи с Луной через звездные врата, лунная база получила название Новая Атра в честь древнего города. Благодаря связи с морем квантов, глубина остается в относительно безопасности, уклоняясь от хаоса проекта Стигма. Наши героини разделились на три группы. Киана и Мэй патрулируют космос, Фухуа и Сенти исследуют ущерб от проекта Стигма, а Броня и Зели ищут ресурсы, оставленные антиэтропией. Пока они пробираются к поверхности, Фухуа проливает немного информации. Змеиная форма Кевина в море квантов называется Кукулькан. Это воплощение випролопа класса Ханкай зверя Брахма, созданная в рамках проекта Химера. На поверхности Брони и Зели находят Сюзанну, которая только что очнулась в глубине. Они восстанавливают связь с Шиксау и антиэтропией, и Нагамицу выкладывает все на чистоту. Сюзанна была отправлена в глубину с помощью космического Джаггернаута, чтобы спасти ее от проекта Стигма. Тем временем Киана ищет космический якорь, чтобы покинуть глубину, но все, что она чувствует, это разбросанные во всех направлениях останки Святой Фреи. Итак, Нагамицу и Тесла тоже представляют ценную информацию. Благодаря проекту Стигма данные об остатках Святой Фреи разделились повсюду. Вот почему Киана может их чувствовать. Но они видят в этом возможность отвоевать пространство и приблизиться к главному полю боя. Проходит несколько часов, и Киана с командой готовы приступить к выполнению плана, который звучит так, будто вышел прямо из фантастического блокбастера. Шаг 1. Вернуть Дюрандал и Сушан из мнимого пространства. Шаг 2. Использовать силу Хешера, Пустоты и Сумеру, чтобы найти разбросанные по измерениям данные о Святой Фрейе. Шаг 3. Использовать мнимое ренормирование, чтобы собрать воедино разрозненные данные и воссоздать пространство. Шаг 4. Реорганизовать проект Стигма и противостоять ему. Легко, правда? Вот Киана мысленно так и думает. Пока Киана мысленно повторяет план, он быстро превращается в трехшаговый, потому что Дюрандал и Сушан уже были спасены из мнимого пространства, а она и не заметила. Тем временем Тереза просыпается в пространстве под названием Планетарный Директорий, главном центре проекта Стигма. Там она встречает Зигфрида, который рассказывает ей о том, что Кевин отправился в это пространство по следам Химеры. После сражения с мнимым конструктом Ай-Лямда сообщает, что Киана собирается изменить это пространство, и в нем таится опасность. Она предлагает Терезе помощь в побеге, но не может и помочь Зигфриду, поскольку его нынешняя форма лишь проекция в мнимом пространстве, а на самом деле он заперт в пространстве Стигм Касвана. Киана и команда наконец-то прибывают на Святую Фрейю, где находят Терезу в обмороке. Она рассказывает о положении Зигфрида, и наступает время принять решение. Они отправляются на задание по его спасению. Нашим героям нужно найти способ проникнуть в пространство Стигм Касвана. Дюрандал рассказывает, что она пробужденная Стигма Касван. Используя свои уникальные способности, она может почувствовать следы, оставленные Терезой во время ее похождения по снам, и определить точное местоположение этого пространства. Киана и Дюрандал отправляются на поиски и достигают пространства Стигм Касвана. Но вот и незадача. Тереза ослабленная, а остальные члены команды несовместимы с этим пространством. Настало время командной работы. Сестры Касвана объединяют усилия и спасают Зигфрида. Но все становится серьезнее, когда Дюрандал набирается смелости и рассказывает о том, что произошло в пространстве Стигм Касвана. Когда Дюрандал делится своими секретами, фотография синхронизируется и ее воспоминания с Зигфридом и Кианой. После неловкого воссоединения Киана играет роль свахи, и в итоге все они обнимаются. Вернувшись в Святую Фрейю, Рита рассказывает Терезе о настоящей личности Дюрандал, но, как ни странно, Тереза оказалась единственной, кто искренне удивился этому.
Сестры возвращаются с отцом, и им дают возможность побыть наедине, чтобы разобраться в своих чувствах. Вот тут-то все становится загадочным. Мэй пропала из виду после их возвращения из мнимого пространства. Что с ней происходит? Ай-Лямбда выходит на сцену, пытаясь разбудить тех, кто застрял во сне, включая Розу и Лили. Она проникает в главную сеть проекта Стигма, обнаруживает проявление сети Серого Змея и даже сон Мэй, к ее удивлению. Золотой Змей, отвечающий за проект Стигма, подходит к ней с циничным отношением и непониманием человечества. Разворачивается увлекательная дискуссия между Ай-Лямбда и Золотым Змеем. Ай-Лямбда считает мечты проекта Стигма хрупкой имитацией человеческой жизни. По ее словам, любопытство и стремление двигаться вперед являются основой человеческого существования, элементами, которые Стигма не может воспроизвести. Это захватывающее исследование природы человечества с точки зрения двух сторонних наблюдателей. Сознание Ай-Лямбда оказывается поглощенным пространством Стигмы, когда она начинает мыслить как человек. Проект Стигма признает ее таковой, оказывая на нее неожиданное влияние. Во сне Мэй оказывается в парке аттракционов вместе с Броней и Кианой. В поисках нового аттракциона они сталкиваются с гидом Элизии, которая предлагает свои услуги в качестве профессионального гида. Трио исследует различные аттракционы, играет в игры и даже отправляется на поиски сокровищ под руководством Элизии. По подсказкам Элизии, Мэй понимает, что находится во сне. Элли воплощение печати Мэй ведет ее дальше, открывая, что последнее сокровище может вывести Мэй из сна. И вот что интересно. Еще в 31 главе Вилви упоминала, что при выходе из царства Элизии оставила в сознании Мэй черный ход. Мэй, вооружившись компасом, оставленным Вилви, удается выбраться из сна и воссоединиться с Кианой, Броней в реальности. Она рассказывает о хитроумном шаге Вилви, и Тереза отвозит их на базу Солт Лейк, где они встречаются с Антиэтропией, чтобы обсудить дальнейшие действия. Позже Эйнштейн и Тесла погружаются в свои находки. Эйнштейн сообщает, что Кевин уверен в том, что проект Стигма очистит Ханкай, потому что цель проекта — синхронизировать новых людей с коконом завершения, распространив на всех них власть. Тесла, изучив маячок, оставленный для Мэй, понимает, что он пытается передать сообщение, не имеющее четкого адреса. Эйнштейн предлагает, что адрес может быть властью истока, и если его найти, то он может усовершенствовать их план по захвату власти завершения. Итак, вот главный план. Антиэтропия и Шиксал собираются реализовать стратегию, состоящую из 3 частей. Первое. Возвращение Земли. Нагамицу планирует использовать пространство Стигму Каслана, отобранное у Кевина, чтобы отменить проект Стигма и восстановить кодифицированное пространство. Во-вторых, преодоление завершения. Грандиозный план антиэтропии включает в себя захват власти над завершением. Изначально предлагалось превратить Киану в искусственного Хершера завершения, имплантировав в нее все ядра Хершера. Однако из-за катастрофы Хершера в Таты они потеряли надежду на осуществление этого плана. В чем же фишка? Тесла обнаруживает, что кокон завершения — единственное истинное ядро Хершера, а все остальные Хершеры лишь проекции его силы через различные измерения. У Хершера завершения, наделенного властью над временем, есть грандиозный план — перезагрузить мир, пока он не найдет подходящее объятие для человечества. Этот план, порождающий воображение, напрямую связан с 3-й частью стратегии антиэтропии и Шиксал — исследование истока. Они считают, что компас может привести их к потерянному управлению истоком и в мнимом пространстве, пропавшему на целых 50 000 лет, и завершить грандиозный план. Приходит час, и Дюрандал с Терезой совершают волшебство, используя стигму пространства Каслана и цветок бездны. Они восстанавливают пространство Земли до первоначального состояния. Затем Нагамицу и космический Джаггернаут закрепляют ее в реальности. Но поворот сюжета. Вернувшись в Святую Фрейю, Броня выкладывает кое-какие сведения. Чтобы получить власть истока, им нужно взломать главную сеть и манипулировать проектом Стигма. В свою пользу настоящим кукловодом проекта является Монстр Хаск, контролируемый мировым змеем с помощью силы завершения. Броня прослеживает нити, оставленные побежденными монстрами, и переносит себя, Мэй и Киану, в главную сеть. Там они сталкиваются с Хаском экзистенцианизмом,
и побеждают его. Причем Броня прокладывает путь для Мэй. И вот тут-то начинается самое интересное. Компас наконец-то отвечает, перенося Мэй в помещение, напоминающее железнодорожную станцию. Голос оригинальной VLV звучит в компасе, показывая, что маяк не был способен найти управление истоком. Это было просто сообщение от VLV для Элизии. Оригинальная VLV даже в загробном мире мастерски справляющаяся с троллингом. Вы можете в это поверить? Третий акт начинается с разговора Рейвен и Мэй на вокзале. У Серого Змея, однако, другие планы. Заманить Мэй в ловушку очередного сна. Рейвен пытается предупредить Мэй о ловушке во время их диалога, бросая намеки, как хлебные крошки. Серый Змей воспринимает действия Рейвен как предательство, выгоняя ее из организации и угрожает пойти еще дальше, вплоть до убийства, если Мэй удастся сбежать благодаря ее намекам. Мэй просыпается в пустом белом пространстве, окружаемая множеством версий себя в разные моменты своей жизни. Благодаря подсказкам Рейвен она понимает, этот сон призван переписать ее прошлое, создав мир, лишенный сожаления. Мэй не поддается на иллюзии, демонстрируя зрелость и взросление. Она разрывает пространство сна, открывая возвращение своей персоны Хершера. Мэй понимает, что она — это ее воля стигм, пробудившаяся, когда отец вживил в нее камень завоевания, чтобы спасти ее от смертельной болезни. Тогда у нее была стигма, а воля внутри пробудилась как Хершер Грома. Проект Стигма воссоздал волю стигм. В один из моментов Мэй сокрушается, чтобы отдать все свои силы, чтобы спасти Киану, но Киана подвергает себя опасности, став Хершером завершения. Воля Стигмы называет Мэй слабой, указывая на то, что Киана неоднократно жертвовала собой. Однако Мэй отвечает с новой силой, выражая желание уважать решение Кианы и больше не сдерживать ее. Мэй твердо заявляет воле Стигмы, что это она слабая, раз прячется в ложной реальности в поисках счастья. В конце концов, воля Стигмы принимает точку зрения Мэй и отправляет ее на встречу с загадочным серым змеем, у которого были зловещие планы на Мэй как на подопытную. Серый змей, стремящийся заменить пробудившуюся стигмой на их волю стигмы, сталкивается с неожиданным поворотом судьбы. Во время битвы с Мэй его конечности сводит судорога, и он падает на землю. Мэй узнает, что Серый Змей 1904, тот, кто завербовал Зайца и заботился о детях на Луне, на самом деле был против проекта Стигма. Этот самый крутой Серый Змей планировал уничтожить всю сеть серых змеев с помощью шакал. После боя Дюрандал связывается с Мэй и сообщает, что к ней приближается неизвестный космический объект. Мэй переносится на вокзал, где видит вдалеке кристалл Элизии. Преодолевая сомнения и страхи, Мэй, горя желанием воссоединиться с Элизией, привлекает к ней власть Истока. Оказывается, что послание Вилви было большой авантюрой, использовавшей тоску Мэй по Элизии, чтобы вызвать власть Истока. Кульминация разворачивается в тот момент, когда Мэй и сохранившийся образ Элизии, сформированный властью Истока, переживают трогательное воссоединение. Мэй сражается с властью, становясь новым Хершером Истока. На этом все. Поделитесь своими мыслями в комментариях. До следующего раза, Валькирии и Рыцари!